Здравствуйте, господа, с вами bmw5на5.ru. В этом видео речь пойдет про передние редуктора F-серий. В основном еще ставился он на E84, это X1 у нас. Почему-то массово вообще выходит из строя из-за вот этого подшипника. Мы вам показывали, рассказывали уже. Вот так он выглядит. Вот данный подшипник. Тоже по прихоти фирмы BMW, которую поставили на такой нагруженный узел. Ладно, шарик, пусть будет так. История такая. Человек из региона купил один, заказал бэушный редуктор, поставил. Он загудел через 2 месяца. Второй редуктор поставил, загудел через полгода. Говорит, звонит нам, говорит, в чем дело, почему они все гудят? Я говорю, ну что ж поделать, вот такой конструктивный недостаток. Мы его убираем, ставим другой подшипник. Вот из-за этого подшипника все происходит. Вот из-за этого. Однорядного шарикового. Стоит он вот здесь под хвостовиком. Это редуктор не тот, просто вам для схематично такой же взяли для видео. Говорит, ладно, отправлю вам первый редуктор. То есть у человека уже 3 редуктора. Один у него был. Один загудел, второй загудел, и старый остался. То есть 3 редуктора. Говорит, давайте я вам отправлю старый на ремонт. Я говорю, давайте. Вот его подшипники старого редуктора. Передний, естественно. Все начинается с него. Это не только на E84 X1, но это вообще массовое явление. А вообще на всех F-сериях. Вот его раскатывает, стружку дает. Дальше разрушается нижний подшипник. Вот его ролик. Сейчас я попробую вам. Вот. Не знаю, видно, не видно. Вот подшипник роликовый, вот обойма его внутренняя. Тут не сильно видно. Но ролики раскатало как следует. Ну и, соответственно, боковые подшипники тоже в последнюю очередь, поскольку они вращаются меньше всего, тоже их раскатало. Таким образом, вы, когда покупаете бэушный редуктор, любой передний, вот на F-серию, вот, который выглядит примерно вот так. Они чуть-чуть могут отличаться корпуса, но схематично выглядит он вот так вот. На F-серию. На E-серию еще такого не было. Вот этот вот подшипник они поставили. Минимальные, которые нам попадались на ремонт пробеги, вот такие вот редуктора, это 60 тысяч. Максимальный 220. Вот, то есть в этом интервале, кто как ездит, кто по трассе ездит, у того редуктор быстрее приходит. Кто ездит по городу, он меньше нагружен, и поэтому смазка на него попадает, он ездит подольше. То есть вот в таком интервале мы отремонтировали уже даже, наверное, не 200 сотню, даже уже, наверное, за 3 сотню завалило вот таких вот редукторов. Именно вот из-за этого подшипника переднего, который они поставили для ограничения ресурса редуктора. Чтобы редуктора покупали у них, там не знаю, сколько он сейчас стоит, по 80 тысяч. Специально один подшипник для того, чтобы убить весь узел. То есть я к чему? Чтобы вовремя заметить гул, что еще можно редуктор отремонтировать. То есть загудел, порог слуха у всех разный. Кому-то гудит, кому-то сильно гудит, кому-то вообще не слышно. Люди все разные. Мы много раз с этим сталкивались. Вот таким образом. Загудел редуктор. Сразу же не ищите бэушный, потому что вот будет такая же история, как с нашим клиентом. Один купил бэушный 2 месяца, второй полгода. То есть конструктивный недостаток в бэушном редукторе не убран. Это все специально сделано. Чем старше машина становится, тем больше пробеги уже, соответственно, у бэушных редукторов. То есть покупка бэушного редуктора, о чем спич вообще весь, совершенно не панацея от того, что он у вас через некоторое время не загудит. 2 недели, конечно, вам дадут на него гарантию, стандартную на бэушную вещь. А дальше вот с таким конструктивным недостатком вам ездить. Сколько он проездит? Большой вопрос. Да, можно менять масло, да, можно ездить аккуратно, но тем не менее вот такая история случилась. 2 редуктора и все в помойку. Все загудели.
Из-за чего? Из-за вот этого подшипника. Новый, понятно, мы не рассматриваем, потому что там стоит он запредельные деньги какие-то, 80 тысяч, по-моему, и больше. Ну, кому как, новый, конечно, можно рассматривать, у кого позволяет бюджет. Но, тем не менее, вот, обратите внимание, покупка бэушного редуктора совершенно не гарантирует. Именно переднего на все F-серии, на G-серии они тоже стали ставить такие же подшипники, мы встречали. Но они пока свежие, еще не приходили к нам на ремонт. Вот F-серия массово. 84-й кузов E84X1, F10 полноприводный, ну, соответственно, если это передний редуктор, F30 полноприводные, вот, и так далее, F01, F02. Ну, G-серии не попадали, честно, пока еще, но я думаю, что поедут. Задние уже ремонтировали, передние еще нет. Но они схематично такие же, и я думаю, что ничего они там не меняли. Ну, дополнительно, может быть, снимем про G-серии. Попробуем, разберем, пощупаем его, что они там поставили. Передний, задний уже знаем, как, из чего состоят передние, пока не попадали, честно, на ремонт. Катайтесь, не ломайтесь, покупайте бэушный редуктор, имейте в виду, что конструктивный недостаток у него остается внутри.